Всем привет, с вами Вика, и сегодня я хочу поделиться нашими самыми-самыми любимыми игрушками от 0 до 6. Что вошло в этот список, сейчас буду рассказывать. Надеюсь, что это кому-то будет полезно, может быть, вы тоже присматриваетесь к каким-то игрушкам, думаете, что купить своему малышу, и данное видео как раз будет такой небольшой подсказкой для вас. Буду рассказывать поэтапно от самых ранних моментов наших с игрушками до уже, когда было постарше, уже ближе к 5-6 месяцам. Так что будет такое видео, как по нарастающей в плане интереса, к различным таким объектам, которые вводились в ее жизнь. Пишите обязательно в комментариях, какие игрушки у вас были самыми любимыми, тоже будет интересно почитать, что было актуально именно у вас. В общем, обязательно пишите, я думаю, что другим мамам тоже будет весьма полезно почитать и в комментариях, присмотреться к другим каким-то интересным вещам. Начну с черно-белых карточек. Мне кажется, что это такая достаточно очевидная вещь. Многие вводят, для малыша, чтобы развивать как раз зрение. Я покупала вот такой вот наборчик на Wildberries. Здесь различные объекты, есть как геометрические фигуры, так и какие-то животные. И я постепенно как раз ставила малышке, и ей нравилось их разглядывать, то есть они привлекали ее внимание. Такой вот большой наборчик. Сейчас вкладыш есть какой-то. Вот такой вот большой наборчик, они здесь совершенно разные. Мне нравилось, когда это какие-то такие, типа как животные, больше старалась ставить. Мне кажется, это как-то больше привлекает внимание. Здесь слоник тоже. Вот моя любимая карточка была с овечкой. Вот сейчас я ее не могу найти, но, в общем, была такая с овечкой. И я старалась их ставить. Очень удобно было, когда я находилась где-то в пеленальной зоне, потому что пока ты меняешь памперс, она как раз разглядывает картинку, немножко отвлекается, и смена памперса происходит менее болезненно. Потому что малыши тоже не всегда настроение, это немножко тоже как-то отвлекает их. В общем, пробовала я их ставить. Ставила я их, в принципе, не так долго, потому что, естественно, они тоже изжили себя, потому что малышку стало интересовать больше свет из окна, такие более яркие, интересные объекты. Плюс она уже стала следить глазами за нами, за мамой и папой, которые двигаются по комнате. В общем, ей стало это гораздо интереснее, нежели чем карточки. Но карточки она все-таки все равно немножко так разглядывала. Поэтому я думаю, что как что-то первое развивающее для малыша, в принципе, неплохо. Потом у нас, естественно, над кроваткой был мобиль с овечками. Многие мне писали, что это совершенно бесполезная такая вещь, совершенно ненужная, но на самом деле, на мой взгляд, она, у нас она реально пригодилась, она зашла, и плюс была такой палочкой-выручалочкой для нас, когда ты хочешь еще немножко поспать в кроватке, но при этом тебе нужно отвлечь немножко малыша, чтобы она тоже так еще немножко полежала, пободрствовала сама с собой, как-то подвлекалась, а не просто капризничала. И мы как раз запускали овец, они вращались, и она как раз их любила разглядывать. В общем, с утра, когда она просыпалась, ей прям нравилась эта картина, она на них залипала, там даже похихикивала порой, разглядывая их. В общем, это достаточно так мило смотрелось, что она там что-то разглядывает сама с собой, как-то так лежит, и у тебя есть тоже возможность, время немножко не сразу вскакивать, подниматься и делать дела, а немножко еще тоже поваляться в кровати. И это выручает нас, на самом деле, даже сейчас. Сейчас нам будет скоро 8 месяцев, и до сих пор, несмотря на то, что малышка уже хочет, она встает, рвется на ковер, рвется в бой, потому что ей сейчас уже интереснее вставать с опорой, но при всем при этом она использует опору, как нас использует, как опору. И мы рядом просто запускаем овец, и она тоже немножко хихикает, отвлекается на них, и есть возможность еще тоже немножко поваляться, не сразу вставать, а немножко оттянуть этот момент. До сих пор пользуемся мобилем. У нас это достаточно такая неплохая развлекающая вещь в плане малыша. Плюс, если вы помните, как выглядит данный мобиль, я хочу потом уже просто отрезать эти веревочки, у меня останутся чисто овечки, будет такое небольшое стадо, и я думаю, что малышке тоже будет интересно с ним играть. Поэтому мне кажется, что в случае данного мобиля очень выигрышно, в общем, получилось. Я крайне довольна, и мне очень нравятся эти фигурки, то, как они сделаны. В общем, я надеюсь, что и в плане постарше тоже будет это вполне себе интересно. Что дальше появилось в жизни у нее, наверное, ближе где-то к 3 месяцам я стала уже вводить погремушку и стала вводить гимназиум. То есть у нас пока что малышка, она лежала в коконе, но при всем при этом я ставила гимназиум. Гимназиум у нас был такой деревянный, с такими различными объектами. И лежа в коконе, она как раз сначала просто залипала на все эти болтающие штучки, потом уже стала стараться дотягиваться ручками, и она могла дотянуться как раз до этой
как бы такого платочка, который гремел. И вот до зебры она тоже дотягивалась. Вот эти штучки ей нравились больше всего, потому что она могла их, да, как-то касаться, с ними играться. И ей тоже нравилось. Нравилось, что они звучат. Она старалась как-то больше трепать вот эту вот звенелку. В общем, это ее тоже так занимало. А, естественно, так как я так понимаю, что нервная система у них тоже быстро перезагружается, надолго не хватало, но на какой-то отрезок времени это тоже ее увлекала, такая как бы игра. Неплохо так она проводила, в общем, с этим гимназиумом время. Потом, когда она становилась старше, то в какой-то момент ей прям вот очень было интересно все это. Она прям долго могла уже сидеть, играться с данными объектами, все их уже как бы трепала по-всякому. И даже уже, когда она стала ползать, мы ставили все равно, ну, как бы его ставили на коврик, и она могла тоже подползти и все еще как-то поиграть. В общем, достаточно такая долгоиграющая у нас получилась штука. Так что, мне кажется, вполне себе отбила, в общем, вложение. Сейчас она тоже периодически пытается подползти к гимназию, потому что он у нас не убран, он еще стоит где-то здесь рядышком, и она пытается подползти, но уже встать на него, как бы пытается забраться, в общем, расположиться за ним стоя и еще играть, и это выглядит уже более опасно, поэтому нужно будет его уже убирать. Вот я пока что, руки мои никак не доберутся до этого, вот, но надеюсь, что скоро все-таки сделаю это, потому что выглядит не очень, вот. В общем, как-то так. Но в любом случае, ну, на мой взгляд, вещь достаточно неплохая, очень неплохо ее увлекала. Что у нас дальше? Я говорила, что мы водили погремушки. Раньше я ввела вот такую, давала еще вот эту овечку, но овечка сначала не сильно нам нравилась, потому что она, видимо, была не так как бы яркой и тяжелее в плане как бы, да, веса. Хотя они примерно одинаково, но почему-то казалось, что вот это ей больше нравилось, потому что она была удобнее, да, потому что еще дети не так хорошо все держат в руках, а здесь за счет того, что вот эти вот дуги, они такие тоненькие, то есть малышам удобнее держать, когда какие-то такие объекты, за которые удобно хвататься, да, то есть чтобы они были не очень толстыми, какие-то очень такие тонкие, легко впадающие, как бы, да, помещающиеся в руке. И за счет этих дуг ей прям было удобно держать. Она сначала одной рукой пыталась как-то держать, потом уже двумя руками. И ей нравилось, что она как-то шумит, гремит, тоже не сразу. Сначала какое-то время, да, когда я давала, она спустя прям буквально, наверное, не знаю, 15 секунд уже начинала ее бесить, потому что я так понимаю, что нервная система все равно быстро перегружается в данном возрасте, и я ее убирала. Но постепенно смотрела, наблюдала за тем, как проявляется интерес. И в какой-то момент, я смотрю, уже она достаточно долго играет с ней. Вот, поэтому уже где-то в 3 месяца мы точно уже залипали на эту игрушку. Я ее даже с собой клала в коляску, и ей нравилось там тоже греметь ее. Плюс вот эти дуги она постоянно тянула в рот, то есть это у нас работало как прорезыватель для зубов. То есть она постоянно здесь вот эти дуги пыталась как-то кусать. В общем, мне нравилось как-то изучать данную погремушку. Вот. И в целом, мне кажется, что очень классная как бы находка. Здесь есть и яркие оттенки, которые, да, то есть развивают зрение, и звук, и в плане удобства тоже идеально. Вот, чтобы как бы ребенок пытался найти как-то, да, центр своего тела и развивал, да, вот эти хватательные навыки. Мне кажется, что очень классная штука. В общем, я этой погремушкой очень довольна. Мне кажется, что одна из лучших наших покупок. Я не могу представить, какая бы из погремушек была бы для нас наиболее идеальная, вот, нежели чем вот эта. Вот, на мой взгляд, прям вообще супер штука. И на самом деле следующая игрушка остается до сих пор одной из любимых. Она вообще не теряет своей актуальности. И удивительно при всем при том, что я ее покупала как какую-то игрушку чисто в коляску, да, чисто как развлечение. Хотела ее повесить на вот дугу у коляски, и чтобы она висела, и как-то тоже и в плане зрения, да, развивала ее, и тоже можно было как-то пожамкать. И удивительно, насколько удачный был выбор, потому что муж, как бы, глядя на эту игрушку, говорил, что это за ерунда, нужна ли она вообще. В общем, мы сомневались, но при всем при этом купили попробовать, и не зря, потому что ребенок просто ушел сходу в эту игрушку и не отлипал. Я не знаю, как вообще это возможно. Это вот такая вот книжка, вот она как раз подвешивалась за вот данное крепление. Висела у нас в коляске, и мы ее часто тоже вытаскивали с коляски, давали еще на коврике. Вот. И ее главная фишка в том, что она шуршит. Это книжка аргентинская, и
Очень круто. Я смотрела еще другие аналоги. Вот конкретно это у нее очень вот это шуршание обложки очень яркое в плане звука, и на ощупь, да, тоже очень ощущается тактильно, ну, какие-то такие более глубокие, что ли, ощущения, да, у рук, когда касаешься. Вот, поэтому сравнивать тоже с другими, на мой взгляд, это самая как раз выигрышная книжка. И здесь тоже есть яркие оттенки, да, чтобы разглядывать. Ей нравилось листать странички, шуршать. В общем, у нее долго это занимало. Ее и в коляске она тоже на ура ее любила, прям вот всячески ее прям вот терзать. В общем, очень классная штука. Хочу ее тоже сохранить потом на память, потому что реально наша самая-самая любимая игрушка, наверное, за все время. Вот. Плюс здесь еще можно тоже читать как мини-сказку на ночь, можно сказать, да, перед выкладыванием. Тоже, может быть, будет как-то на нее действовать. Пока еще не пробовала. Вот. Но в любом случае вот такая вот книжка-шуршалка, на мой взгляд, находка. Обязательно берите своим малышам, если у вас как бы ребенок маленький и у вас еще не было книжки-шуршалки, не пробовали вы, вот обязательно, мне кажется, присмотритесь, потому что я еще как раз у знакомых тоже спрашивала, у них тоже все вот эти вот шуршающие книжечки заходили на ура. Вот. На мой взгляд, вещь. Насмотревшись на вот данную книжку, мы решили взять похожего плана, взять вот такого вот жирафика. У него тоже есть шуршающая вот часть, тут такой вот пузико, да, который тоже шуршит. Но вот как раз, как я говорила, что здесь оно и тактильно ощущается, и звук ярче. Здесь более приглушенный звук, и тактильно оно ощущается не так не так ярко, вот, поэтому этот жирафик нравился ей гораздо меньше. Я покупала в то время, когда у нас уже видно было, что ее беспокоят зубы, и всякие прорезыватели у нас вообще не котировались. Я надеялась, что, может быть, ей зайдут вот эти вот ножки жирафика, что она будет их как-то грызть. Вот, на самом деле, ну, в целом, был интерес к этому жирафику, но он был такой более поверхностный, то есть не такой яркий. То есть, вот, допустим, шуршащая вот эта книжка занимала ее гораздо больше, в разы просто, нежели жирафик, но он тоже какое-то внимание занимал у нее. В общем, не самая наша популярная игрушка, но какую-то часть интереса она все-таки захватила у малышки. Чуть-чуть она буквально пользовалась этими прорезывателями, тоже скорее больше познакомиться, наверное, с игрушкой вот этой, нежели чем как-то они действительно ее спасали. В общем, вот такой вот жирафик. В целом, если бы мы его не покупали, думаю, что мы бы ничего и не упустили. Вот. Но в любом случае он тоже у нас был. Если вы думаете над тем, покупать какую-то такую вот подобного рода вещь, либо все-таки ну, просто книжку со страничками, да, которая шуршит, я бы вам советовала покупать вот именно какую-то такую просто книжечку, гораздо, на мой взгляд, удачнее. Потом еще несколько, ну, как бы вещей, это вот такие вот две книжки. Интереснее была на самом деле вот эта больше, потому что у нее более яркие картинки. Вот здесь такие цвета, которые привлекают внимание, и я знаю, что детям вот после черно-белых карточек очень хорошо как бы в жизнь вводить яркие уже, да, оттенки, уже разноцветные карточки, и я как раз вот ставила просто, ну, как бы, на мой взгляд, нет смысла покупать, заморачиваться именно вот чисто карточки, гораздо удобнее, когда это книжка. Малышка уже была на коврике, да, то есть она уже большую часть времени старалась, как бы, я ее класть на коврик, она там тусила, и поэтому было очень удобно просто ставить книжку, и она поворачивалась на коврике, стимулировала ее, да, как-то стараться двигаться, в общем, привлекала ее внимание вот этими яркими цветами, она ее разглядывала. Вот как раз, мне кажется, не обязательно именно вводить какие-то яркие карточки, достаточно просто книжки, плюс книжка, ну, как бы, мне кажется, более многофункциональная. Мы потом еще часто, и муж, и я любили ей читать, да, там, типа, изображать, как кто из зверей делает, вот, это тоже ее как-то веселило, увлекало. В общем, я видела на ее лице эмоции, вот, поэтому книжка, мне кажется, обязательно должна быть какая-нибудь, вот, на втором месте. Ну, здесь она, кстати говоря, идет как, да, с текстурами, но это аргентинская, да, версия. Здесь нет, как у нас, да, есть книжки, где текстуры разные, да, у каждого зверя. Вот, это был такой дешевый вариант в плане книжки, потому что здесь очень дорогие книги. Вот. А так, в идеале, конечно, взять какую-нибудь книжку, где есть разные текстуры, это гораздо круче будет для малыша. Я уже потом нашла
тоже книжку с разными текстурами, но уже как бы я не вижу смысла пока что ее давать, потому что нет какой-то осознанности, да, в плане ну, как бы того, что она понимает, что это за зверь, что там нужно как-то дотрогать. Вот этой книжки вполне достаточно в плане ее интереса. И вот такую вот брала. Здесь как бы тоже можно трогать текстуру, но здесь вот именно как раз идут тоже разные картинки, и они хотя бы отличаются по цвету, да, вот эти места, которые с текстурой. В общем, я брала ее как альтернативу. Здесь картинки у нас такие более приглушенные, и они не так сильно, наверное, ее интересовали, но в целом тоже какую-то долю интереса у нее эта книга вызывала. Вот, она тоже привлекала ее внимание. Вот, сейчас мы ее положили просто чисто в кроватку, тоже чтобы с утра немножко она могла как-то отвлечься, не сразу нас поднимать, вот, и поэтому она залипает в кроватке с игрушками, потому что сейчас у нас идет совместный сон, и в кроватке не спит, и кроватка у нас больше чисто идет на утро, когда мы ее туда кладем, чтобы она немножко там поиграла, а мы могли немножко поваляться. Вот, поэтому книжка там сейчас вот это находится. Вот, так что у меня было, ну, от 0 до 6 у нас вот 2 вот таких вот книжки, каждая себя, мне кажется, вполне себе отработала. Вот, в общем, вот это мы очень любим, это так на 50%, скажем. И, наверное, где-то тоже в возрасте с 3 до 4 у нас я стала как бы ей давать вот эти вот 2 вещи. Начну как раз сначала с кубика. Кубик отличается тем, что у него тоже, опять же таки, есть разные текстуры. Он так достаточно легкий. Вот его удобно держать в руках. Вот. И здесь есть всякие различные такие интересные элементы. То есть какие-то бусины можно здесь перебирать, ленточки ей очень нравились. Вот можно как-то, да, его тоже притягивать к себе. И самое любимое у нее было это вот такое вот кольцо на этом кубике и вот этот листик. Вот это 2 элемента, которые вообще вызывали у нее восторг. Она прям очень любила их как-то там и тащить в рот, да, и как-то теребить их, вот, и нравились еще вот ленточки тоже ей. Вот, поэтому очень тоже, мне кажется, классная штука, потому что здесь есть и ребенок ощущает различные текстуры, и есть какой-то, да, элемент игры, когда нам тоже нужно как-то хватать, что-то пытаться удержать. В общем, достаточно интересная, на мой взгляд, вещь. Тоже очень сильно привлекала ее внимание. В общем, на коврике он, во-первых, достаточно крупный объект такой, да, то есть привлекает тоже, да, внимание, естественно. Вот, и на длительное время тоже ее занимал. В общем, нам очень нравился такой кубик. Я бы советовала тоже его взять домой для игры. Вот, мне кажется, что классная вещь. Сейчас он уже у нас не актуален, наверное, скорее, но мне кажется, что свое он отработал. Вот, я довольна была покупкой. Ну, плюс, мне кажется, визуально он тоже очень достаточно симпатичный. Вот в плане детской очень классно тоже смотрится. Одновременно с ним я ввела вот этого ежика. Ежик, естественно, она как бы, да, не понимает, что с ним делать, но здесь важно, мне кажется, показывать. То есть ей интересно, когда я именно использую его как опыт, да, жмут все вот эти объекты, то есть она понимает, что что-то происходит. Но так как пальчики еще не настолько сильны, вот, естественно, она сама не может сделать. Она пытается там как-то жамкать, но пока еще, ну, учитывая даже наш сейчас возраст, еще пока не может полностью, да, как бы нажать. Вот, но ей очень нравилось, он оставлять его чисто на коврике, он скользит, и стимулировал ее тоже к ползанию, да, то есть он уезжал дальше, она за ним гналась, вот, ей очень нравился его нос, она любила его там покусать как-то, вот, но в любом случае вот этот ежик всегда вызывал интерес. Плюс, мне кажется, что его удобно брать с собой, хотя я этого еще ни разу не делала, но позже я думаю, что можно будет взять именно уже, когда она сможет использовать его как пупыт, да, жамкать. Вот, будем как раз развивать именно пальчики. Вот, пока что он чисто вызывает интерес в плане погрызть, вот, потому что вот эти вот, как там, пупырки тоже, они хоть и как бы и тактильные еще, кстати говоря, они отличаются в плане текстур, тоже можно жамкать. И вот она пытается все время их как-то тоже кусануть. В общем, этот ежик ее тоже занимает. Если его класть на ковер с другими объектами, он свое как бы внимание на себя перетянет. Вот, поэтому я тоже периодически стараюсь игрушки менять, то есть я какие-то оставляю, она играет какое-то время, и потом я уже убираю, меняю их на другие. Вот, и так как они, получается, как будто обновляются. В общем, интерес снова у нее возникает к тем игрушкам, которые уже как бы, да, отыграли свое. Вот с 3 до 4, наверное, да, месяцев
После того, как я ввела еще вот эти всякие, я стала еще уже вводить обратно вот эту овцу, пытаться дать ей шанс. Мы клали ее и в коляску, и просто я оставляла ее на ковре. Здесь уже, наверное, больше, когда у малыша возникает интерес к звукам. Вот как только возникает интерес к звукам, сразу становятся актуальны всякие объекты, которые могут как-то, да, шуметь. То есть вот эта погремушка и вот эта погремушка в какой-то момент достигли просто своего пика, потому что, естественно, они звучат. Малышу интересно было как бы именно звук. Звук, естественно, отличается у этой и у этой, поэтому обе они как-то, да, занимали ее в какой-то отрезок времени, потому что ей хотелось, чтобы она звенела. Она прям вот ее брала в руку и специально трясла, чтобы был именно звук. Вот. Плюс ей нравилось тоже ее и погрызть. Здесь и колечко тоже свое отрабатывала, и вот эта вот вязаная овца тоже ее увлекала. И достаточно длительный отрезок времени как бы занимала эта овца. Плюс, мне кажется, даже сейчас как мордиша, как забыла, как называется на русском, как грызунок. В общем, эта овца работает. Вот буквально вчера как раз я брала с собой ее на мероприятие, чтобы хоть как-то ее отвлечь, ну, чтобы это было что-то небольшое, но при этом, если вдруг у нас все караул, чтобы можно было как-то задержать ее внимание, и на овцу она отвлекалась, я смогла ее как-то успокоить, вот, поэтому тоже неплохая, мне кажется, штука, вот. Ну, плюс мне нравится, как она выглядит в плане фотосессии, тоже очень даже все равно миленько получается. Жалею ли я, что купила ее? Нет, не жалею. Мне кажется, что отличная тоже была погремушка. Погремушек, мне кажется, все-таки нужно несколько, но важно, чтобы они были, ну, разного звука. По крайней мере, если вы хотите именно захватить внимание малыша, отвлечь, вот это работает неплохо. В какие-то критичные моменты, кстати говоря, в данный отрезок времени, когда я, ну, вот именно пыталась отвлечь погремушкой, это срабатывало. Ну что, давайте дальше. Осталось уже не так много вещей. Тоже сейчас будет такой блок, который я вводила прям вот, наверное, все их сразу и смотрела за интересом, как он как бы, да, себя проявлял. Это уже было больше, наверное, ближе к месяцам с 4 до 5, вот, и до 6 месяца у нас это точно работало и работает, вот, даже часть из них, все они работают еще сейчас. Во-первых, это были вот такие вот стаканчики, мы их еще не собираем, вот, но эти стаканчики очень сильно ей нравятся, они прям сразу ей понравились. Что ей нравится с ними делать? Ей нравится их просто разбирать. Если я собираю башню, ей очень нравится их рушить, но самое любимое ее как бы в этих стаканчиках, на самом деле у нее есть, наверное, любимые ведра, это вот средний какой-то размер, эти два синих. Она любит брать их в руки и стучать ими. Вот это самое любимое занятие. Эти ведра просто на ура. Если она их как бы видит, то она обязательно подбежит к ним, постучит. Либо если, допустим, она видит выстроенную башню, ей 100% нужно ее разрушить. Поэтому вот данные как бы стаканчики, они, в общем, очень сильно ей нравятся. Нравятся до сих пор. Потом уже будем их собирать обязательно. Вот, присмотритесь. Знаю, что по совету Паевской лучше, чтобы они были квадратные, поэтому я специально привозила их сюда, потому что здесь я в Аргентине видела только круглые, квадратных я не встречала. Вот, поэтому, чтобы усложнить для малыша задачу, чтобы ему было, ну, как бы сложнее именно как бы вставлять один в другой, потому что здесь форма у нас тут квадрата, нужно умудриться правильно повернуть, да, естественно, стаканчик, да, повернуть руку, в общем, сделайте не одно действие, а прям нужно поразмыслить, да, несколько действий сделайте, в общем, неплохой такой анализ совершить, чтобы один вошел в другой. Вот поэтому мне кажется, что классная штука, очень долго играющая, потому что, ну, как бы я ввела их раньше, и они захватили ее интерес, и он еще длится прямо вот до сих пор. На мой взгляд, как игрушка, прям вот топ. Дальше у меня идут две игрушки на мелкую моторику, я тоже вводила их постепенно. Вот этот вот ежик, как у нас появился, как он к нам приехал в чемодане, так я его и пробовала. Сначала я просто показала ежика, показала, что можно отлеплять фигурки. Вот, малышка смотрела на то, как я все это отлепляю. Потом я попробовала отлепить несколько ее рукой, чтобы она запомнила.
Вот, и, естественно, как бы чуда не произошло, естественно, сразу она ничего не поняла. Вот, наверное, где-то на третий раз она уже старалась сама отлепить все вот эти вот элементы, то есть она уже поняла задачу, что нужно сделать, вот, и на третий раз она уже стала отлеплять. Отлепляла она крайне медленно сначала, да, то есть я ей могла показывать, что вот, типа, нужно отлепить, вот, нужно вот это, допустим, отлепить, и она, типа, ну, как-то пыталась, то есть не всегда сразу у нее как бы получалось, да, она прям вот могла долго так вот ерзать. Что происходит сейчас? То есть, наверное, где-то к шестому, ближе к шестому месяцу, вот уже точно не скажу, но в какой-то момент ежик у нас стал просто самой любимой игрушкой, и все вот эти объекты стали отлепляться буквально за секунды. Я уже не успевала их лепить обратно, а она как бы требовала. То есть она стояла, как бы стояла у тебя над душой и реально ждала, когда ты налепишь быстрее, чтобы их отлепить. Вот, и она прям, у нее была какая-то ужаснейшая одержимость относительно этого, и сложно после, как бы, когда ты уже увлек в такую игру, сложно этого ежика убрать. Нужно, естественно, как-то отвлечь внимание, чтобы она забыла про этого ежика, иначе просто караул. В общем, прикольно видеть данное развитие, да, то есть от того, как ты показываешь игрушку, как ребенок слегка, да, пытается как-то сложно ему все это делать, и как с какой легкостью он делает это потом, это на самом деле удивительно. В общем, сейчас мы этого ежика отлепляем очень быстро, я его раньше клала еще, у меня здесь такие прозрачные контейнеры, и я ставила его вместе с книжками на видное место. Сейчас я больше этого не делаю, потому что если она у нас уже сейчас стоит с опорой, если она видит его в этом шкафу, все, она пытается его достать, если он попадается ей на глаза, и это реально проблема, поэтому я его теперь уже прячу, потому что она до сих пор его очень-очень хочет. Вот здесь еще есть элемент шнуровки, естественно, мы его будем потом тоже водить, но и потом я еще буду объяснять, допустим, буду просить конкретно какой-то там фрукт или листик отлепить, чтобы тоже она уже понимала, да, чтобы развивать речь. Вот, в общем, как-то так мои планы на этого ежика. Вот, но в плане, допустим, мелкой моторики сейчас мы уже очень хорошо все это отлепляем. Вот, так что ежик мне очень понравился. Вот, он такой небольшой, естественно, его лучше давать под присмотром, потому что объекты не такие как бы большие, вот, поэтому я все время, как бы, если давала его, то смотрела внимательно, да, то есть мы это делали, естественно, вместе. Вот, но ежик мне очень нравится. И вторая такая же, мне кажется, по популярности игрушка, которая тоже просто, можно сказать, слюни текут, когда она ее видит, это вот мышки в сыре. Вот. Они сразу же, то есть хочешь как-то отвлечь ребенка, допустим, занять, заинтересовать, в общем, с другого конца ковра она примчится к тебе, чтобы вытаскивать этих мышей. Вот, я не знаю, как это работает, у всех ли так, но моя просто в полнейшем восторге от этих, как бы от этого сыра, от этих мышек, вот. Я даю ей их именно вытаскивать, то есть она сейчас, естественно, их не вставляет, она просто вытаскивает. То есть я держу сыр, она тянет мышек. Вот, естественно, у нее тоже это с первого раза не получилось, но я давала это чуть позже, наверное, нежели чем деревянного ежика, ну, на несколько недель, наверное, даже позже. Вот, и у нее уже хорошо получалось вытаскивать. То есть она справилась с первого раза, ну, как бы, естественно, не с первого, как это сказать, не с первого движения она вытащила, но она вытащила как бы с первого нашего занятия, скажем, вот так вот. Вот. И я, естественно, чтобы стимулировать ее интерес, когда она вытащила, я и аплодировала, сказала, типа, какая ты молодец. И, видимо, это был ключевым моментом, потому что теперь ей очень хочется их все вытаскивать, вот, очень ей они нравятся. Мне они, кстати, тоже нравятся, очень приятно их держать в руках, и выглядят, мне кажется, очень миленько. Все вот эти вот мышки, они такие, ну, в общем, выглядит достаточно очаровательно. Естественно, тоже мне кажется, что эту игрушку стоит давать под присмотром. Может быть, когда уже ребенок будет постарше, когда их нужно будет именно самому как бы, да, прятать, можно уже немножко так расслабиться. Но для начала, естественно, нужно следить, вот, потому что тоже мышки небольшого размера, вот, поэтому я бы советовала, естественно, играть под присмотром. Но мышки крутые, очень, как бы, такие тянучие, ничего из них не отрывается, но ребенку очень нравится как-то пытаться поймать, тоже не всегда это бывает просто, да, потому что схватить нужно, там она может схватать за хвост, как-то пытаться за морду, тоже вот так вот тянуть, вытащить, но, в общем, есть определенная сложность в этом действии, но это сильно, естественно, увлекает малыша. В общем, мне кажется, что классная игрушка, тоже по совету Паевской.
Я лично нереально рада, что ее взяла. Ее нет в Аргентине. Вот я не видела никаких аналогов. Вот есть у нас на Вайлдберрисе. На мой взгляд, для мелкой моторики это стоит того, чтобы вот именно привести. Вот если вы хотите как-то развивать пальчики малыша, вот это того стоит. Вот так что присмотритесь. Очень классная штука. Ну что, я, наверное, рассказала про все какие-то наши самые-самые любимые игрушки для малыша от 0 до 6 месяцев. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Пишите, что вам приглянулось, что вам понравилось. Может быть, чем-то вы пользовались тоже. Расскажите про ваш опыт использования данной игрушки. Вот тоже будет интересно. И увидимся в следующем видео. С вами была Вика. И всем пока-пока!